Всем привет! И сегодня у меня для вас обзор железнодорожности в Кирове и в Кировской области. Мы посетим Кирово-Чепецкую пассажирскую узкоколейку, а также посмотрим, какие в этих краях ездят локомотивы широкой колеи. Я Игорь Абросимов, это канал Блог ЖД Фотографа. Подписчики, ставьте, пожалуйста, лайк. А кто не подписчик, то скорее подписывайтесь, потому что больше половины из вас смотрят мои видео втихаря, без подписки. А мы начинаем. А сегодня мы начнем с железнодорожности, и это станция Красносельский, хотя выглядит вообще не как станция. Тем не менее, это станция. Мы сюда приехали для того, чтобы сфотографировать электровозы ЧС-4Т, которые водят пассажирские поезда. А сегодня у нас в гостях Максим Морозов, тепловозный барон, эксперт по Горьковской, а также по Северной железной дороге, который и привез нас в это местечко. Находимся на станции Красносельский. Станция Красносельский трехпутная. Все путевое развитие начинается вот там, за Кривой. Тут в основном следуют только пассажирские поезда, изредка проскакивают контейнерные, а также сборный вывозной на Кирово-Чепецк. Буквально в 3 километрах от нас находится двухпутный перегон Поздино-Лингасово. Там очень загруженный участок Транссиба, из-за чего там регулярно образуются пробки. Дабы пассажирские поезда в них не стояли, была построена вот эта вот однопутная перемычка. Ну вот, а урбанисты заливают о том, что если расширять дороги, то нельзя избавиться от пробок. Конечно же можно, построим дополнительный путь, пустим по нему часть поездов и все. Пробок уже не существует, хотя бы для этих поездов. А вот и электровоз ЧС-4Т с пассажирским поездом. Полюбуйтесь на этот шедевр машиностроения из Чехословакии. Техническая справка. Электровоз ЧС-4Т. Годы выпуска с 1973 по 1986. Производитель завод Шкода, Чехословакия. Построено 510 этих замечательных локомотивов. Они являются продолжением не менее легендарной серии ЧС-4, от которых они отличаются формой кузова, а также материалом изготовления. Если у ЧС-4 кузов был стеклопластиковый, то у ЧС-4Т кузов уже сделан полностью из металла. Также у ЧС-4Т есть электрическое торможение. Электровозы ЧС-4Т эксплуатируются на российских железных дорогах, а также на железных дорогах Беларуси. Существует довольно много модификаций ЧС-4Т, которые, впрочем, невозможно отличить, если вы не эксперт по электровозам. Я не считаю себя экспертом по электровозам, поэтому для меня ЧС-4Т различаются по наличию гофров на кузове, а также по форме буферных фонарей. Лично мне больше всего нравится круглофара ЧС-4Т с гофрированным кузовом. А какие нравятся вам? Пишите в комментариях. А также здесь есть электровозы F1M. Они более новые, а потому более скучные. Я даже не буду его фотографировать. Зачем мне такая ужасная фотография? Такие электровозы строятся в Новочеркасске с 2008 года по сей день. Мы не слишком любим их снимать, потому что они заменили все остальные крутые локомотивы ЧС-4Т и ЧС-8. Ну и поскольку у меня канал Блог ЖД Фотографа, нужно как-то прокомментировать фотографии, которые я сделал здесь. Дело в том, что сегодня ноябрь и солнечная погода, две несовместимые вещи, потому что вся железнодорожная ветка в тенях. И поэтому единственная фотография, которую я сделал с красным ЧС-4Т, получилась вот такая. Если бы я захотел загрузить ее на Rail Gallery, мне бы написали «неудачное освещение». По этой причине остальные локомотивы я вообще не стал фотографировать. Зачем мне плохие фотки пидованных ЧС-4Т? Тепловозный барон, куда ты нас везешь? Рассказывай. Сейчас мы следуем на Транссиб, на перегон Поздино-Полой.
перегон двухпутный, место обычное, ничем не примечательное, но движуха должна быть удовлетворительна и отвечать полностью запросам наших клиентов, которые сейчас с нами в одной машине. Так, подожди, ты сейчас пишешь какой-то документ для того, чтобы подписаться в РЖД, отписку, или скажи что-нибудь на человеческом языке, пожалуйста. Я не могу, я уже настолько пропитан духом РЖД, то что я сейчас еще подпишу факсимилькой все это дело в PDF через Adobe, и подпись никто мою не спалит. Итак, как вам уже сказал тепловозный барон, мы едем на перегон Поздино-Полой для того, чтобы сфотографировать много-много-много одинаковых электровозов. Я надеюсь, мы все-таки доберемся до тепловозов, потому что представители данной машины почему-то не хотят ехать снимать тепловоз. Я очень хочу ехать снимать тепловозы как раз, даже с гораздо большим удовольствием, чем дурацкие фидованные VL80S. Поехали снимать ДВТ-10М, пожалуйста. Я тоже так думаю. Что вы представляете, когда речь идет о Транссибе? Транссиб может быть, например, вот таким. Это перегон Поздино-Полой, куда мы приехали, чтобы пофотографировать грузовые поезда, которые здесь водят в основном электровозы VL80S. На мой взгляд, они очень скучные, потому что практически не отличаются друг от друга. А вот один из них — VL80S. Ну что, братец, как тебе Транссиб? Нравится тебе это местечко? Красиво? Вполне хорошее местечко, неплохой вид. Там вон река Вятка, трубы какого-то комбината, на котором есть какой-то тепловозик. В принципе, здесь кривая, да, путь в горку идет, соответственно, место-то, неплохое вполне себе. Сейчас еще свет повернется, снять пяток локомотивов, да, если 2.7 тот же снимем, как я уже сказал, будет вполне себе годно, я считаю. Для разнообразия пойдет. Ну что, как дела у тебя? Замерз, небось? Дела хорошо, ящеров пора кормить, показывать им красивый электровозик и кормить. А потом катать на тепловозике, на узкоколейке. Пацаны, мне кажется, тепловозный барон нас обманул. На Транссибе нет никаких пробок. Уже где-то полчаса мы стоим, и не едет поезд в нужную сторону. Нету. Безобразие. Ребята, ну что вы, терпение, где же ваше терпение? Надо набраться терпения. Где же ваш дух авантюризма? Пропили все. А раньше, вспомни, в Иркутске приехали, было. прошли 15 километров, довольны, а сейчас приехал, сейчас приедет вот такой, через час вот этот, и все. Ну, смузичные, кисельные какие-то вы все стали. Маффинов объелись, видать, своих этих. Фу, сармота, не мужики. Это был автобус-мастер с комментарием о том, куда мы скатились к 30 годам. А вот и наш первый поезд с электровозом VL80S. Самый распространенный электровоз в этих краях. Электровоз VL80S — это советские электровозы переменного тока, умолчи электровоз, которые строились на Новочеркасском электровозстроительном заводе с 1979 по 1995 год. Я надеюсь, у этих двоих получились хорошие фотки. Сейчас мы посмотрим, но сначала я расскажу вам про этот чудесный электровоз. Так вот, электровоз VL80S — это детище Новочеркасского электровозстроительного завода. От остальных электровозов VL80 наш герой отличается способностью работать по системе многих единиц, то есть в 3 и в 4 секции. Такие электровозы эксплуатируются в России, в Беларуси, в Украине, в Узбекистане и в Казахстане. Очень распространенная модель локомотива. Ну что, пацаны, показывайте ваши фотки, пожалуйста. Ну что, мы только что все убрали. Холод собачий, мы бережем. Ну ладно, а для вас с помощью магии монтажа я показываю эти фотографии прямо сейчас. Да. Вот какая фотография получилась у тираннозавра Рекса, а вот такая фотография получилась у автобус-мастера. Найдите 10 отличий. Так, тепловозный барон, ты сказал, что здесь пробки с грузовых. Почему мы целых полчаса ждали хоть что-нибудь? Ну, во-первых, пробки они на соседнем перегоне Поздино-Ленгасов. А во-вторых, проехала пачка из 4 пассажирских поездов. Все грузовые поезда стояли на станциях в ожидании пропуска данных пассажирских. И, соответственно, пока они тронутся, пока они к нам приедут. Из-за этого такой затык и произошел. Ну, я думаю, сейчас ситуация кардинально изменится, и поезда поедут один за одним. Ничего не понятно, но очень интересно. Тепловозный барон расскажет вам железнодорожным канцелярским языком о железнодорожности. Рассказывай моим зрителям, что это за электровоз. Только что мимо нас проехал чудо-чудный электровоз
2С7, который выпускается по настоящее время на заводе «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма. Для РЖД было построено 12 электровозов. Именно номер 12, самый свежий, сейчас и проехал. Также электровозы данной серии эксплуатируются каким-то частным перевозчиком в Казахстане. Желаю данной серии процветания и долгих лет выпуска, потому что в настоящий момент по российским меркам это, наверное, самый крутой электровоз. Он мощный, грациозный и стильный. Ну давай, братец, показывай свою фотку 2С7. Ух ты, какая крутая фотка. Ну-ка покажи свою фотку, тираннозавра Рекс. Теперь ты, давай, твоя очередь. Ничего себе! А что получилось у нашего любимого тепловозного барона? А он не покажет. 5000 рублей я покажу ее. Скидывать на вот эти Понятно. реквизиты. А вы пока найдите 10 отличий между фотками автобус-мастера и тираннозавра Рекса. Теперь, когда у нас сфотографированы все VL80S, а также 2С7 и ЧС-4Т, мы отправляемся в обзорную экскурсию по городу Кирову. Киров — это город в 900 километрах к северо-востоку от Москвы, расположенный на реке Вятка. По данным Википедии, население города составляет примерно 500 000 человек. Город основан в 1181 году. Изначально Киров назывался Вяткой по имени реки, на которой он стоит. Затем его переименовали в Хлынов, затем опять в Вятку, и с 1934 года он обрел современное имя в честь советского партийного деятеля Сергея Мироновича Кирова. Сейчас мы находимся в районе Вересники. Вересники — это район, так сказать, Кирова, когда он еще был Вяткой, деревянная застройка, никаких многоэтажек. Этот район примечателен тем, что его регулярно каждую весну затапливает, потому что вот здесь вот буквально в сотни метров располагается сама река Вятка. Как можем видеть, просто деревянное зодчество. Вот люди печки до сих пор топят, двухэтажные бараки. Вот сам подъездной этой компании «Перспектива Лес». По правую руку находятся ворота. О, свет включили. Прям специально для нас. Мы приехали на набережную реки Вятка, где нас встречают вот эти чудесные старинные колонны. Давайте же посмотрим, что здесь есть интересного. Ну, во-первых, здесь есть эта чудесная лестница, которая очень хочет быть похожа на Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде. Но у нее ничего не получится. Ха-ха-ха. Давайте же посмотрим на этот очаровательный вид реки Вятка. К сожалению, здесь быстро темнеет, а мой телефон не слишком хорошо снимает в темноте, так что не обессудьте. Можете задонатить мне средства на камеру DJI Pocket 2 по ссылке в описании. Новодельные дома, которые хотят выглядеть как старые дома, но у них ничего не получится. Ха-ха-ха. Сейчас мы находимся в одной из двух ротонд, расположенных на территории Александровского парка. За моей спиной располагается набережная Грина. Названа она в честь знаменитого вятского писателя Александра Грина. Итак, мы на набережной, и наконец-то я смог найти что-то красивое, кроме ужасных картонных новоделов. Например, вот эта стена является бывшей границей города еще Хлынова. И также здесь стоят красивые старинные двухэтажные здания. А мы находимся на Московской улице. Я, конечно, не уверен, насколько она туристическая, но, по крайней мере, здесь есть красивая советская архитектура. Например, вот эти два одинаковых здания, которые стоят друг напротив друга перед вечным огнем, образуют таким образом архитектурную композицию. Я сейчас чувствую себя выпускником архитектурного вуза, при том, что ни черта в этом не понимаю. Но я абсолютно точно уверен, что это хотя бы красиво. Моя оценка набережной Александра Грина 6 Ильей Варламовых из 10. Здесь есть старая красивая архитектура, современная архитектура, которая пытается быть красивой. На главной лестнице нет освещения. И, в принципе, благоустройство этой набережной примерно такое же, как и на любых других набережных во всей России. Рекомендую к посещению.
организация дорожного движения в Кирове. Здесь две полосы, но мы можем видеть, что автомобили идут так, как им вздумается. Потом мы спрашиваем, откуда же берутся пробки? Наверное, у нас слишком узкие улицы, потому и пробки, и тогда улицы начинают расширять. И машины едут там, где предусмотрены 4 полосы, они начинают ехать в 6 полос, и таким образом получаются еще пробки, а потом мы удивляемся, откуда же у нас пробки? И мы тогда убираем тротуары, убираем зеленые насаждения, убираем выделенные полосы для общественного транспорта, убираем трамвайные пути, убираем дома, убираем вообще весь город и делаем дорогу в 100 полос. Но машины все равно едут, как им захочется, в 200 полос, и получается пробка. Мне надоело. Троллейбусная система Кирова открылась в 1943 году. На сегодняшний день протяженность линии составляет 90 километров. Здесь курсирует 7 троллейбусных маршрутов, на которых работают 108 троллейбусов. При этом в лучшие годы здесь было 18 троллейбусных маршрутов. Ну давайте посмотрим на этот клевый DAF. При этом в лучшие годы здесь было 18 маршрутов и 250 троллейбусов. Как видите, в Кирове, как и в большинстве других российских городов, троллейбус сильно так деградирует. Что касается модельного ряда, то кировский троллейбус представлен продукцией Башкирского троллейбусного завода, который я вам показывал в ролике про Уфу. Также Вологодский механический завод в лице троллейбуса ВМЗ-5298 «Авангард», минские троллейбусы БКМ-321, ну и, конечно же, всяческие ЗИУ-подобные старые коробки. К сожалению, троллейбусы и автобусы в Кирове вынуждены стоять в пробке вместе с автомобилями, а все потому, что здесь нет выделенных полос для общественного транспорта. Хотя, в принципе, здесь вообще нет никаких полос. И вообще разметки на дорогах здесь тоже я что-то не заметил. Господа, мы приехали в следующую точку нашего путешествия. Это город Кирово-Чепецк, в 30 километрах от, собственно, самого Кирова. Этот город известен на всю Россию благодаря тому, что здесь есть действующая узкоколейная железная дорога с пассажирским, точнее с пригородным движением. И мы находимся на платформе с интересным названием «Вернисаж», которая не имеет никакого отношения к Петербургу. Завтра мы совершим поездку в местном пригородном поезде, и я расскажу вам об этом поезде подробнее. А сейчас краткая справка об этой узкоколейке от нашего автобусного эксперта. Автобусный эксперт у нас теперь рассказывает и про поезда тоже. Итак, мы находимся на Каринской узкоколейной железной дороге. Данная железная дорога интересна тем, что она соединяет город Кирово-Чепецк с микрорайоном Карино-Торф, некогда отдельным поселком. Дата ее постройки 1942 год, когда начались массовые торфоразработки на другом берегу реки Чепца. И, собственно, с тех пор и по 2012 год железная дорога эксплуатировалась как в пассажирском сообщении, так и перевозился торф. С 2012 года на узкоколейке только осталось пассажирское движение. Оно прерывалось, возобновлялось. С 2019 года оно перешло из ЗАО «Вятка-Торф» в некоммерческую организацию и является теперь частной музейной железной дорогой, которая выполняет как пригородное пассажирское сообщение, так и имеет туристические поезда. А теперь ваша любимая рубрика «Обзор гостиницы». Гостиница называется «Двуречье». Поехали! Господи, как мне нравится эта кнопочка. Крутой советский лифт с коричневым пластиком. Плюс 100 к антуражности. Смотрим. К сожалению, в Кирове и в Кирово-Чепецке нет икарусов, поэтому вместо резиновой гармошки мы будем трогать кнопочки в антуражном советском лифте. О да, это пластмассовая квадратная кнопочка. Она так нажимается и отжимается. Я даже вспоминаю детство, когда тайком от родителей катался в лифте и втихаря нажимал на эту кнопочку. А вам знакомо это ощущение? Пишите в комментариях. А мы находимся на 7-м этаже этой чудесной гостиницы «Двуречье». И давайте же посмотрим, что интересного есть в моем номере. Поскольку на своем блоге я зарабатываю огромные деньги, я снял себе, как всегда, суперлюкс. Смотрите и завидуйте. Что же интересного есть в этом номере? Олдскульный телевизор, олдскульный чайник и олдскульное мое барахло. Мини-холодильник, в который я позже положу дорогой вискарь, купленный на ваши донаты. Роскошная царская кровать. Роскошный светильник, очевидно из коллекции Фаберже.
Роскошная туалетная комната. Роскошная советская короткая ванна с роскошными советскими сливными отверстиями. Испанский стул за $170 000. Французская штора за 200 тысяч. $5. Моя оценка этой гостиницы 8 дворцов в Геленджике из 10. За такие деньги могли бы личную массажистку предоставить. Это был обзор гостиницы. То есть в движении только работает свет, да? Тепловоза. Да, вот он если приедет, попросите его. Включили. О, дровяное отопление. Вот это мне нравится, круто. Нравится? Ну да, мне кажется, это интересно. Да, приезжают, все снимают печку. Доброе утро, и мы продолжаем нашу экскурсию по Кировской области. Мы находимся на разъезде Новый в городе Кирово-Чепецке, где прямо сейчас происходит оборот тепловоза. Сегодня работает тепловоз Ту-7 с вагоном ПВ-40. Вагон отапливается с помощью дровяной печки, а электричество в нем подается с генератора тепловоза. Довольно интересно, что здесь на узкоколейной технике установлена автосцепка СА-3, при том, что обычно это винтовая стяжка. Этот тепловоз называется Ту-7А, его номер 3322. Такие тепловозы строятся по сей день, с 1986 года на Камбарском заводе. Это очень распространенный тепловоз. Их можно встретить на многих узкоколейках с шириной колеи 750 мм. В том числе и на детских железных дорогах, и на различных торфовозках, и на лесных узкоколейках. Во всех странах бывшего СССР, естественно, конечно. Мы приехали к мосту через реку Чепца, по которой курсирует пригородный поезд. Сейчас вам более подробно об этой железной дороге расскажет мой новый эксперт по узкоколейным железным дорогам — тепловозный барон. Ты готов? За моей спиной узкоколейный мост, который соединяет город Кирово-Чепецк с районом Каренторф. Это Каренская узкоколейная железная дорога, которая сейчас относится к музею железных дорог, владельцем которого является Евгений Стерлин. Узкоколейка в свое время являлась одной из самых протяженных в Кировской области. Она соединяла город Кирово-Чепецк с Слободским районом. Сейчас анклав находится в поселке Октябрьский. Там до сих пор происходит вывозка торфа. Используют тепловозы серии Ту-4. На нашем же участке используют в пассажирских перевозках тепловозы серии Ту-7 и иногда с туристическим поездом тепловозы серии Ту-2. Этот мост является единственной постоянной переправой через реку Чепца. Летом также есть понтонная переправа, а зимой можно перебраться по льду. Однако, благодаря тому, что в межсезонье других переправ просто не существует, этот мост и сохранился вместе с узкоколейкой. Дорога к мосту лежит мимо вот этого интересного сооружения, которое напоминает гаражный кооператив. Однако это не гаражный кооператив, это сарайный кооператив. То есть это, по сути, много-много-много кладовочек. Рассказывай, как тебе узкоколейка? Ну, мне понравилось. И кататься, и магнитики классные. Что тебе запомнилось больше всего? Звук на мосту. Он замечательно бубухает, когда едет. Да, согласен, круто. А теперь ты рассказывай, что тебе понравилось. Печка-буржуйка в вагоне, очень тепло и антуражно. Печка-буржуйка просто огонь.
Здорово, очень здорово. Мы сняли поезд только что, да. В весьма интересном, хоть и баянном месте, на мосту через реку Чепца. Это тот мост, через который все снимали этот поезд. Вот. Познакомившись с Кирово-Чепецким метрополитеном, то есть с Харинской узкоколейкой, настало время познакомиться и с самим Кирово-Чепецком. Это небольшой город с населением примерно 66 тысяч человек в 30 километрах от Кирова. Он основан в 1935 году. Застройка здесь преимущественно советская, а также есть и более современные панельные и кирпичные дома. Приятный антуражный небольшой российский городок, в котором, естественно, есть проблемы с урбанистикой. В виде, например, вот этих огромных ступенек на тротуаре. Но не будем о грустном в этот раз. Из городского транспорта в Кирово-Чепецке я пока что видел только автобусы ПАЗ. Скорее всего, ничего другого я и не увижу. А если вдруг вы, пока будете кататься на местном узкоколейном поезде, проголодаетесь и не захотите покупать очередной пакет чипсов в пятерочке, вы можете пойти вот в это заведение. И, к сожалению, нет, это не рекламная интеграция. Как тебе завтрак? Вкусняха, да? А тепловозный барон ест на завтрак торт. Это мой второй завтрак, так что это уже полдник. Полдник? В 8:46? Полдник? Ну да, Полдник же должен быть в полдень, разве нет? так на солнце уже когда сядет, так что это уже полдник. Ах, ну да, мы же в Кирове, здесь солнце вообще по-другому работает. Что-то у тебя тут? Гречка? Супчик? Супчик на завтрак? А у меня на завтрак вкусный плов с вкусными пирожками и с вкусным капучино. Моя оценка Барбарису 10 бабушек из 10. Если бы пирожки моей бабушки были такого же небольшого размера, моя рожа не занимала бы сейчас половину кадра. А что, кофе кончился уже? Дрищ гурман, это дрищ гурман, дрищ гурман. Моя личная оценка Кирово-Чепецку. Архитектура. 8 центов Санкт-Петербурга из 10. Милая советская застройка из 30-х и более поздних годов, изуродованная мерзкими вывесками различных магазинов. Уютность. 8 районов Измайлова из 10. Здесь много растительности, много деревьев, много кустов. И здесь нет мерзких огромных шулиц. То есть шоссе, совмещенных с улицами. Ну и, наконец, моя оценка пешеходной инфраструктуре. 4 Ильи Варламова из 10. Пешеходной инфраструктуры здесь и не пахнет, хотя есть прикольное общественное пространство в виде скверика. А мы продолжаем наше путешествие. А сейчас мы с пацанами возвращаемся опять на главный ход Транссиба, то же самое, с чем мы начали наш вчерашний день, чтобы сфоткать еще больше ЧС-4Т. Потому что одного красного ЧС-4 лично мне мало, а вам? И им тоже мало. Чем, правда, недоволен тепловозный барон. Почему? Потому что тепловозный барон хотел отвезти нас на тепловозку. Но мы сказали: нет, тепловозный барон, вези нас на электровозку. Спасибо тебе, тепловозный барон, что возишь нас. Ты большой молодец. Мы проезжаем населенный пункт, который называется Ряхи. Но пока что я вижу только наши 4 ряхи в машине. А вот и ряхи, наконец-то. Хоть что-то увидели. А наш следующий пункт в программе — это вот эта очаровательная дорога среди волшебных заснеженных кустов. Посмотрите, как они красиво светятся на солнышке. Вот она, фантастическая снежная природа Кировской области. Полюбуйтесь на этот потрясающий пейзаж из огромных льдинок, из этого хрустящего снега. Вот такая вот она у нас зима в России.
Мы между Кировом и Болезино. Это перегон Зуевка-Ардаши. Вот такие вот здесь красивые пейзажи. Ни одного населенного пункта нет в обозримой перспективе. Мы приехали на очень красивую, очень живописную точку съемки, но вместо того, чтобы снимать поезда, мы сидим в машине и греемся. На улице сейчас ясно. Только вот мне совершенно не ясно, как мы будем при таком свете снимать поезда, когда поезда в тени, а задний план весь пересвечен. Такие фотки будут довольно сложно обрабатывать. Безобразие. Поезд не по солнцу. Какой ужас. На самом деле можно вполне прилично сделать здесь фотку, но пацанам неохота потом возиться с освещением. Поскольку мы слишком привередливые и нам не понравилось освещение на перегоне Зуевка-Ардаши, мы сейчас поедем обратно в Киров. Нам же больше нечем заняться, кроме как тратить световой день на переезды туда-сюда. А идем мы пешком по этой дороге, потому что боимся, что машина может застрять. Полтора часа в автомобиле, и мы оказались на перегоне Полой-Бум-комбинат, поближе к Кирову. Как видите, здесь нет никакого солнца, все затянуто облаками, а потому можно фотографировать поезда в любом направлении. Освещение будет одинаковым. Обожаю такую погоду. Надеюсь, что из нескольких пассажирских поездов, которые скоро здесь проедут, хотя бы один будет с красным ЧС-4Т. Ведь ради этого мы и приехали сюда, чтобы сфотографировать красный ЧС-4Т. А пока мы ждем пассажирские поезда, здесь ездят в огромном количестве и грузовые. Правильно, это же Транссиб, здесь много грузовых. И сейчас я покажу вам электровоз 2С5К, который еще называют Ермак. Посмотрите на эту красоту. Это современный электровоз, производящийся в Новочеркасске. Они приходят на смену более старым ВЛ-80 различных модификаций. К сожалению, все 2С5К перекрашены в корпоративные цвета, а потому фотографировать их не слишком интересно. Вот так, этот дурацкий грузовой поезд запорол нам фотографию красного ЧС-4Т. Так, у нас есть красный ЧС-4Т, который я не сфоткал из-за грузового поезда. Потом у нас есть чистый, но неинтересный EP1М. И, наконец, у нас есть еще один ЧС-4Т, но уже в корпоративных цветах РЖД, которые ему, на мой взгляд, не идут. Пацаны, как вам фотки? Давай, показывай свою фотку, пожалуйста. Шикарная фотка. А покажи, как у тебя получился красный ЧС-4Т. Неплохо, неплохо. Эй, Толян, а у тебя что получилось? Показывай. Ну ладно. Наш обзор железнодорожности Кирова подходит к концу, и мы заканчиваем в том же самом месте, где и начинали, на станции Красносельский, где только что были сфотографированы еще два пассажирских поезда. Один из них был с красным ЧС-4Т, а второй пассажирский был с корпоративным ЧС-4Т, зато поздней модификации, о чем говорят его круглые фары. Если вам понравился контент с Горьковской железной дороги, подписывайтесь на канал Олега и Гоши на Hunter Trains. Ссылка будет в описании. Ну вот и все, друзья. Это была Горьковская железная дорога на канале Блог ЖД Фотографа. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а в комментариях вы можете задать любые вопросы о локомотивах, которые я вам показал. А также напишите, какой из них понравился вам больше всего. С вами был Игорь Абросимов и Блог ЖД Фотографа. Смотрите другие видео на моем канале, например, вот этот плейлист с железнодорожностями. Распространяйте это видео и до новых встреч!